Аня, что будем делать с этой картошкой? Так, Сережка, она уже подвяла, ростки пустила. А ты мне ее помой, а я придумаю, что с ней сделать. Хорошо. Высыпай в ящик. О, смотри какая. Хорошо, хорошо. Да, хорошо-хорошо прямо помой. Вот так? Пойдет? Тебе лайк. Благодарю тебя, Пойдет. солнышко. Когда картофель я помыла, убрала отростки, нарезаю на кусочки. Конечно же, все, что мне не нравится, черное, некрасивое, все буду обрезать. И пропускаю через мясорубку на самое мелкое сито. Помощник у меня есть. А я начинаю тебе помогать? Да, давай, сейчас быстренько в темпе вальсов. Ты режешь, я кручу. Давай, поехали. Поехали. А чтобы картофель не сильно быстро темнел, добавлю в кастрюлю литр воды примерно. А вот так вот. И продолжу. Фух, мы с этим справились. Наливаю воды. Так, хорошо наливаю. Смелее, друзья. Вода будет из картофеля тянуть крахмал. Мы потом ее уберем. Возьму ложку и перемешаю. О, зато картофель беленький остался. Все. Нужно, чтобы оно несколько часиков постояло. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. И я сегодня спасительница картофеля. Как думаете, что придумала из него сделать? Полезный натуральный продукт. Крахмал. Через пару часиков, когда жидкость хорошо настоялась, беру кастрюлю, друшлаг, на него марля в 4 слоя. И нужно это дело все хорошо отжать. Я начну, а ты счастье мое продолжишь. Да? Окей. Так. Давай, мой помощник. Спрашивает Аня, а где же крахмал? Где крахмал, реально где крахмал? Я только картошку одну вижу и воду. Сережа, все впереди, давай, старайся. Ты, главное, хорошо выкручивай. О, уже это даже полное. Это хорошо. Это и есть Сережа крахмал, будущий. Красотка ты у меня. А что, в хозяйстве ничего не должно пропадать. Это же продукты. О, красота. Анютка, а куда эту воду? Она уже полная. Переливай сюда в кастрюлю. Все кастрюли уже заняты. Давай, давай, делай то, что тебе говорят. Может, ведро? Можно и в ведро. Окей. Переливаем эту смесь в чистое ведро или кастрюлю, что есть. Смотри, на дне образовался крахмал. Видишь? Вижу, вижу. Но нужно, чтобы еще хотя бы минут 30-40 постояло, чтобы он хорошо осел. Ну крахмал-то туда тоже в ведро. Он уже деревянный, смотри. Его промыть хорошо нужно. Сережа, слушай, что я говорю. Понял, выполняю. Правильно. О, уже появился крахмал. Но его нужно еще хорошо вымыть, еще довести его до ума, как моя бабушка говорила. Ух, целая ведерко жидкости получилось, друзья. Нужно оставить его хотя бы на часик, чтобы крахмал осел. А я этим временем займусь жмыхом. Заливаю его водой, так, чтобы облегчить работу блендеру. Если нет блендера, можно второй раз перекрутить через мясорубку. Тоже будет хорошо. Сюда. И немножко измельчаю. Ох, уже видно, сколько здесь осталось крахмала. Все, достаточно. Сильно мелко не нужно. Также отставляю в сторонку на 20-30 минут. По прошествию времени сливаю воду. Аккуратненько это делаю. О, сейчас тебе, Сережка, покажу, что на дне. Видишь, что на дне? Вижу, крахмал. Да, конечно же, эту воду можно использовать на огороде, подлить растения, цветы. Там же витаминки есть. Сюда наливаю чистую воду. Не так много. Литр где-то. Перемешиваю ложкой. Ух, сколько крахмала. Нам его еще, друзья, нужно хорошо помыть. Переливаю в меньшую кастрюлю. Сюда снова немножко воды. Будем его промывать. И снова оставляю на 30-40 минут. Опа.
А мы пока отожмем жмых, который блендерили. Давай, мой помощник. Да? Казалось бы, на первый взгляд, очень простое дело. Да-да. А на самом деле, ну, немножко придется повозиться, Ну. чтобы получить натуральный продукт. Ну, Да. физически, как бы. Да. Казалось бы, что там отжимать, а руки все-таки... Да. Ну все, этот жмых уже не понадобится. Его тоже можно использовать как удобрение. Ну, а можно просто выбросить. Это ж такое дело. Здесь у меня уже весь крахмал, который у нас получился. Снова сливаю воду. И когда немножко остается, вот так вот делаю, чтобы верхушечку вот эту вот грязненькую всю убрать. Пожертвуем небольшим количеством крахмала. Посмотрите уже какой чистенький. Еще один раз залью водой. Понадобится примерно 3-4 раза такой манипуляции. Перемешаю, чтобы его промыть. Ух, какой классный. Кстати, большое количество получилось. Обычно меньше. Что молоко. Ну, все. И снова оставляю на 20-30 минут, чтобы он осел. Ну все, Сережка, наконец-то мы с тобой справились. Беру противень, накрываю плотным полотенечком, можно пергаментной бумагой. Я уже вижу, что вода у меня после 4-го раза чистенькая. Сливаю. Немножко вот так вот поколочу. Все. Сколько крахмала. Смотри, класс. Осталось его только высушить. Ой, ну это, друзья, надо делать вот так вот. Оп. Перекладываю. И сейчас беру его, разминаю лопаткой. По мере высыхания я его еще буду перемешивать. И он хорошо-хорошо просушится. И измельчится. Все, друзья, ставьте лайки, мы справились. На сегодня все. Крахмал поставлю на подоконник, пусть просыхает. И продолжим дальше. Прошло 3 дня. Крахмал подсох. Время от времени я его, друзья, вот так вот брала и перемешивала, чтобы было быстрее. Ну все, осталось его только просеять хорошо и сложить в баночку. И знаешь, что, Сережка, самое интересное? У меня нет сита. Вот так вот. Поэтому, пока мы его не купили, я просто ради интереса хочу вам сказать, сколько же крахмала получилось из того количества картофеля. Сейчас взвешу баночку. 230 граммов баночка. Все. Храню в сухих баночках. На кухне, в тумбочке. Ой, срок хранения очень длительный. И год, и 2 у меня стоит, и качество свои не теряет. Плюс-минус. Ну смотри, здесь я еще потом пособираю, чтобы не тратить ваше драгоценное время, друзья. Баночка у нас затаренная. Ставлю. Ух, класс. Я думаю, здесь еще на полотенечке граммов 30-40 соберу. Я результатом довольна. Натуральный, качественный продукт. Кисель из него получается просто супер. Да и тортики, пирожные, ну куда добавляем? Везде добавляю в первую очередь натуральный продукт. Все, друзья, ставьте лайки, делитесь своими полезными советами. Будем готовить вместе. Класс. А я на рынок сито нужно купить. Как это без сита, Сережа?